В этом видео мы рассмотрим настройки проекта GrabMechanic 2D. Принципиально настройки проекта можно разделить на две группы. Это настройки вычислений и настройки внешнего вида. Начнем с настройки вычислений. Они содержатся во вкладке «Настройки дерева проекта». При активации пункта «Настройки в дереве проекта» в менеджере свойств появляется список настроек вычислений, и также можно переключиться на некоторые настройки внешнего вида. Настройки вычислений распространяются на процесс решения прямой и обратной задачи гравиразведки и магниторазведки. И данные настройки включают в себя 4 пункта. Первый пункт – это выбор вычислительного устройства. По умолчанию в программе в качестве вычислительного устройства используется центральный процессор, но если ваша версия подразумевает вычисление на видеокарте и ваш компьютер содержит видеокарту, которая соответствует требованиям, указанных в спецификациях в программе, то здесь можно переключиться также на видеокарту. При использовании центрального процессора в качестве вычислительного устройства также можно выбрать количество потоков центрального процессора, которые используются при вычислении. Здесь можно выбрать любое значение вплоть до максимально доступного, но мы не рекомендуем выбирать максимально доступное количество потоков, и обычно оптимальное значение находится вблизи половины от максимального количества. Если же вы работаете с вычислениями на видеокарте, то вкладка с количеством потоков является неактивной, и программа автоматически выбирает оптимальное количество потоков в процессе распараллеливания решения прямой и обратной задачи. Далее можно выбрать поверхность, на которой будет производиться вычисление. В качестве поверхности решения прямой задачи можно выбрать константу либо рельеф. Также отмечу, что эта поверхность используется для задания точек наблюдений при решении обратной задачи. То есть, если выбрана константа, то при решении обратной задачи программа также подразумевает, что наблюденное поле задано на константе. Если вы работаете с константной высотой вычислений, то по умолчанию в программе используется высота, равная 0 метров. Если вы хотите решать прямую задачу выше нулевой поверхности, то необходимо указывать положительные значения, например, 100 метров. При изменении высоты расчета на окне с моделью происходит перерисовка черной линии, которая задает поверхность расчета. То есть, например, если мы укажем здесь 500 метров, то черная линия переместится выше. Теперь она находится на отметке 500 метров, выше нуля. Если же вы работаете с рельефом, то прямая задача вычисляется на рельефе, и при решении обратной задачи также подразумевается, что наблюденное поле задано на рельефе. Вот. Ну, сейчас выбран рельеф. Если мы пересчитаем прямую задачу для сеточной модели плотностной и магнитной, то мы получаем некоторые графики рассчитанных полей. Если мы переключимся на константу и пересчитаем прямую задачу, то мы можем увидеть, что рассчитанные поля меняются. Теперь перейдем к настройкам внешнего вида. Настройки внешнего вида содержатся в меню «Настройки», в меню «Вид», а также в дереве проекта. Начнем с общих настроек внешнего вида. При вызове этой опции появляется новое окно, в котором содержится список общих настроек внешнего вида проекта. В верхней части окна можно настроить формат подписей горизонтальных и вертикальных осей всех окон программы. И также здесь можно увидеть единицы измерения, которые используются для соответствующих величин. В данном случае для расстояния и для значений ΔЖ и ΔТ используются полные подписи. То есть это значит, что полностью выписывается число, соответствующее данному расстоянию или данной вертикальной координате. Если же выбрать стандартный вид, то тогда будут использоваться экспоненциальные подписи для больших чисел. Правее можно указать количество знаков после запятой, которые используются в подписях к осям. В данном случае у расстояний указывается 0 знаков после запятой, у аномалий гравитационного и магнитного поля, у их подписей вертикальных осей используется 3 знака после запятой. Мы можем, например, указать, что для значений аномалий гравитационного поля нужно указывать 1 знак, для магнитного поля, например, 0. Если мы нажмем на ОК, то, соответственно, подписи поменяются. Ниже можно настроить ориентацию подписей горизонтальных и вертикальных осей. По умолчанию все подписи горизонтальные, но их можно поменять на вертикальные.
И также здесь можно выбрать язык русский или английский. Также в этом окне с настройками отдельно имеется вкладка с настройками графиков. Графики также можно настраивать через дерево проекта, но в этом окне можно сразу указать, какие графики нужно или не нужно рисовать, и также выбрать, каким образом визуализировать графики: в виде линий, в виде точек или и то, и другое. Вот, например, сейчас рассчитанные поля все визуализируются в виде линий соответствующего цвета, наблюденные поля визуализируются в виде точек. Мы можем, например, наблюденное магнитное поле, его компонент дельта Т, визуализировать в виде и линий, и точек. Или, например, в виде только линий. Также здесь при нажатии на кнопку с цветом можно выбрать цвет графика. Ну и после нажатия ОК новые настройки применяются. Ниже также можно выбрать настройки визуализации сеточных моделей. Во-первых, можно выбрать цветовую шкалу, которая будет использоваться для всех сеточных моделей. И также можно инвертировать цветовую шкалу, то есть сейчас минимальным значением соответствует синий цвет, максимальным красным. Если мы нажмем инвертировать, то наоборот, малым значением будет соответствовать красный цвет, большим значением будет соответствовать синий цвет. И также здесь можно выбрать направление шкалы. В данном случае минимальные значения соответствуют нижней области шкалы, максимальные значения верхней области. Если мы поменяем на сверху вниз, то наоборот, малые значения будут подписываться сверху, большие снизу. Также некоторые настройки внешнего вида содержатся во вкладке «Вид». В частности, здесь можно настраивать размеры окна, можно подбирать их автоматически, задавать значения вручную. И также некоторые размеры окон можно сохранить. То есть, например, мы можем сохранить текущие размеры окна, потом задать некоторые другие размеры окна. Их также можно сохранить. При сохранении размеров окна можно задать им название. И когда вы в следующий раз будете выставлять размеры окна вручную, вы можете выбрать те размеры окна, которые уже были сохранены ранее, либо задать какие-то новые. Также можно задать соотношение масштабов x, z 1 к 1. Отдельно можно настраивать внешний вид блочной модели. Во-первых, можно включать или отключать визуализацию точек на блочной модели. Сейчас я отключу подложку grid для того, чтобы лучше было видно блочную модель. То есть по умолчанию у всех блоков показываются вершины, по которым они заданы. Эти вершины можно скрывать. Также можно скрыть границы, можно подписать значение плотности или убрать эти подписи. Аналогично можно подписать значение намагниченности, показать вектор намагниченности, автоматически раскрасить блоки и включить визуализацию сеточной модели в качестве подложки или изображения в качестве подложки. Также можно через меню «Вид» включать или отключать окна с полями. В данном случае визуализируется окно с гравитационным и окно с магнитным полем. Любое из них можно отключить. Настройки окон с графиками наблюденных и рассчитанных полей можно также выполнять через дерево проекта. Ну и визуализацию отдельных элементов также можно настраивать через дерево проекта. В частности, настраивать визуализацию сеточных моделей, можно менять цветовую шкалу, так же, как мы меняли через общие настройки, задавать интервал значений, по которым должна строиться сеточная модель. Сейчас интервал значений подбирается автоматически, можно выставить вручную.
И также можно настроить изолинии. Во-первых, можно включить или отключить их визуализацию, указать интервал значений, по которым строятся изолинии, их шаг, цвет и толщину линии. Аналогично можно настраивать визуализацию разрезов, которые также представляют собой сеточные данные. Что касается настроек визуализации окон с полями, то при активации соответствующего пункта во вкладке «Поле» появляются настройки окна с данным полем. Во-первых, можно здесь же включить или отключить визуализацию данного окна и настроить размеры вертикальной шкалы, то есть интервал, по которому задаются значения по вертикальной шкале. Его можно задавать автоматически, либо указать вручную. Например, можно указать, что значения гравитационного поля должны рисоваться в вертикальной шкале от минус 5 до 4 миллигал. Аналогично можно настроить и шкалу для магнитного поля. Кроме того, при нажатии правой кнопкой мыши по окнам с графиками можно включать или отключать отдельные данные. Например, можно отключить визуализацию дополнительных данных. На окне с гравитационным полем можно отключить, например, визуализацию рассчитанного поля и смотреть только на наблюденное. В окне с графиками магнитного поля также можно отключать отдельные компоненты. И для каждого окна также есть кнопка, которая называется «Авто». Она нужна для того, чтобы автоматически подстраивать вертикальные размеры шкалы под ту часть поля, которая видна сейчас. Если мы нажмем на «Авто», на магнитном и на гравитационном поле, то автоматически подберутся размеры окна так, чтобы та часть профиля, которая видна, выстраивалась от минимума до максимума по гравитационному и магнитному полю. Это всегда можно вернуть к автоматическому виду через дерево проекта. На этом видео с рассмотрением настроек проекта завершается, и в следующих видео мы рассмотрим процесс моделирования.